Друзья, здравствуйте. У нас сегодня в гостях член комитета по этике Демократической партии Монголии Булган Бухан. Мне очень хочется поговорить, сначала такую общую тему обрисую, монгольский мир. И когда я говорю монгольский мир, я не имею в виду жителей только Монголии, я имею в виду представителей монгольской расы, которые разбросаны по всему миру. И сейчас, когда в мире вот так вот весь мир трясет от разных событий, все посматривают вот в сторону Монголии. Где же, да, та самая там колыбель, мать-земля, как можно объединиться, как можно нам налаживать отношения. Вот речь пойдет об этом в общем и немножко о том, как представители из России во время мобилизации переехали в Монголию, и вот немножко на эту тему. Хорошо? Да. Ну, монгольский мир, он имеет древнюю историю. Как вы знаете, в истории человечества была Великая Монгольская империя. Она расцветала в ранние и средние века. Мы считаем, что первая версия глобализации это была как раз Великая Монгольская империя. А вот с началом войны России и Украины очень много людей, особенно из Восточной Сибири, приехали в Монголию. Пока я знаю о цифре 65 тысяч. Большинство из них использовали монгольские порты как транзитные порты. Вот. Но очень много тут у нас на улицах мы уже очень много видим россиян. Вы говорите, что 65 тысяч практически человек около этой цифры Да. переехало в Монголию. При этом огромное количество стран, мы знаем, что отказались принимать россиян. Вот какие у них перспективы? Во-первых, первый месяц жить без визы, следующий месяц можно продлить, насколько я понимаю, да, визу. А что делать после этого? Очень многие россияне тут находят работу, учатся, но можно заняться бизнесом. Визы продлевают на 90 дней и совсем без проволочек, без разных бюрократических препон могут получить вид на жительство. А когда дают вид на жительство, там берут обещания и подписывают две бумаги, в котором включена такой пункт, что они будут заниматься политической деятельностью. Что не будут заниматься? Не будут, да. Я знаю, что долгое время выходили на митинги возле российского посольства в Улан-Баторе, чтобы высказать свой протест против войны, против агрессии в Украине. Вот такая деятельность считается политической? То есть выступать против войны, находясь в Монголии, нельзя? Да, это является политической деятельностью, политической акцией, гражданской активностью, но это допустимо для нас, граждан Монголии. А те, которые уехали от мобилизации и приехали в Монголию, и когда они получают вид на жительство, они обещают не заниматься политической деятельностью. Угу. Ну, хорошо, будем знать, что наших сограждан сейчас дергать на интервью не стоит. Дать им время немножко наладить свою какую-то жизнь, быт. Да. Булган, возвращаясь к вам, вы активно с самого начала выступили против войны, вы говорили об этом, вы выходили к российскому посольству, и огромное количество людей в Монголии было вместе с вами, кто выступали против войны. При этом вы продолжаете принимать россиян. Есть ли внутри страны вот какой-то, знаете, такое ментальная, эмоциональная недоброжелательность какая-то к россиянам в данный момент? Или прям делите она? Нет, вы знаете, Монголия, она имеет только двух соседов. Китай и Россия. Да, это самые большие такие соседи. Мы понимаем, что и Китай, и Россия, они не любят, когда их граждане занимаются политикой. Они не разрешают людям заниматься, своим гражданам, принимать активное участие в каждодневной политике. Поэтому Монголия немного отличается. У нас немного хороший индекс демократии, в отличие от Китая и России. Но я бы не сказала, что Монголия совершенно хорошая демократическая страна. И с началом войны мы видим, что мы видим проявление очень большого, сильного контроля со стороны России. Экономически мы почти более 90% зависим от Китая. У нас экономика очень такая, как бы сказать, маленькая
она не разнообразная, и у нас очень трудное положение, поэтому Монголия каждый раз в ООН при голосовании воздерживается от своего голоса, да, она всегда занимает нейтральную позицию. Наши власти, мы их понимаем, они находятся под большим давлением Путина и его режима. Мы очень зависим, потому что если мы рассоримся с Путиным, у нас на следующий день, на третий день, я думаю, остановятся все машины, все горнодобывающие комбинаты и тому подобное, потому что Монголия почти 100% завозит бензин, мазут, дизель и тому подобное только из России. Поэтому у нас очень трудная структура и экономики, и рынка. Вот. А есть ли у нас такое двойственное отношение? Я думаю, что нет. Монголы – это кочевой народ. Они всегда приветствуют путников, путешественников. Мы сами по себе кочевники. И мне кажется, это какой-то исход, очень трагичный исход. И так как Монголия граничит с монголоидными народами и на севере, и на юге, в Китае это внутренняя Монголия, а в России это Бурятия и Тыва, поэтому это родственные нам народы, мы должны их принять. Мы должны принять и всех других россиян из Сибири, там, из Москвы, откуда угодно, потому что люди, которые отказываются держать оружие и идти на фронт, это приветствуется, мне кажется. Я была в Монголии в 2009 году. Это был год выборов, когда выбирали между Энхбаяром и предыдущим президентом и будущим президентом мистером Элбэг-Дорджем. Ну, то есть это настолько было важно для России, что туда приезжал и Путин тоже. Туда приезжал Путин, организовывали огромное количество мероприятий, конюхов, шелковый путь. Вот это было все в то время, чтобы повлиять на выборы в Монголии, и остался, ну, скажем так, пророссийский президент. Выиграл господин Элбэг-Дордж в том году выборы, он представитель демократической партии, да? Ну, и, скажем так, проамериканской, это правильно будет говорить? Так, прозападная демократия. Вы работаете с этой партией сейчас, да? Вы в отделе этики, да, сотрудничаете с партией? Вот эта партия, она несет, ну, скажем так, западные демократические ценности. Ценности, да. Сейчас какая партия, ну, в Монголии, и вот как удается вот лавировать между, ну, с одной стороны, западные демократические ценности, с другой стороны, зависимость от России. И вот как удается лавировать? Вот как вы это видите? Знаете, да, с началом войны на поверхности проявились очень многие явления, которые раньше не были видны. И вы говорите про то, что в тот раз, когда вы посещали Монголию, в тот раз выиграл президентские выборы Элбэг-Дордж. Но Элбэг-Дордж, он из демократической партии, это один из людей, которые были лидерами демократического движения после перестройки. Вот, это очень легендарные люди. Вот. Очень много легендарных людей вообще в демократической партии. Но демократическая партия поступила... Она сделала такой аристократический жест, и она отказалась от люстрации и от отмены бывшей Монгольской народной партии. Поэтому Монгольская народная партия, она сейчас называется Монгольская народная партия, это продолжение Монгольской народной революционной партии, которая была создана в Троицко-Савске более 102 лет назад. И то есть советская. Да, она создана не на территории Монголии, но она находится у власти уже почти 102 года. Демократическая партия, в общем, она никогда не приходила к власти стопроцентно или вот подавляющим большинством. Ей всегда приходилось создавать совместное правительство. И это были очень трудные годы. И когда мы сейчас ретроспективно оборачиваемся на 32 года, которые прошли после перестройки, мы понимаем, что Россия, как правопреемница СССР, она никогда не ослабляла хватку, никогда не желала отдать свободу Монголии. Мы теперь с началом этой страшной агрессии против Украины, с началом войны, мы понимаем, что
Монголия все так же очень сильно находится под давлением России и путинского режима. Мы это чувствуем, мы видим, что наша власть, ей приходится делать. И теперь, вот сейчас уже 7-й год подряд у власти находится Монгольская народная партия. Это бывшая коммунистическая партия. И наш президент от демократической партии был Баттуллах. Это был человек Путина. Это мы теперь понимаем, что Путин и его режим очень издалека готовились к этой войне. Они проводили подготовительную работу еще, наверное, с середины нулевых годов. И вы вот отмечаете, что приезжал Путин, я даже забыла об этом, это вы мне напомнили. Вот. Первый визит Путина был в Монголию, когда он стал президентом. И я не знаю, почему Путин придает такое большое значение Монголии. Я бы хотела, чтобы нас оставили в покое, и мы бы смогли создать свою политическую нормальную нацию. Ну, желание сохранить контроль за бывшими постсоветскими республиками, ну, точно сохранилось, да, и там Казахстан очень много сейчас об этом тоже говорит, что очень сильно видит влияние России, Монголия в том числе. Но и я очень надеюсь, что там, в нынешнее время там, ситуация с Украиной, она спровоцирует к тому, что как раз-таки мировое сообщество обратит внимание на том, что небольшие страны подвергаются давлению там, таких огромных соседей, да, как там Россия с одной стороны, Китай с другой стороны. У Монголии всего 2 соседа, и это Россия и Китай. И это 2 монстра. Это 2 монстра, 2 огромных гиганта, ну, где права человека и демократия абсолютно ущемляются. Это культура страха, это культура страха. Чем мы отличаемся от китайцев и русских? Мы отличаемся тем, что мы были великими победителями. И вы знаете, философия победы у нас другая. У нас другая философия победы. Наверное, вы видели мой разговор про легенду о дедушке, да, который очень долго кочевал с семьей. Я слышала эту легенду о дедушке, но я хочу, чтобы вы ее тоже рассказали. Это есть такая у нас легенда, знает каждый монгол, особенно в армии все это знают. Вот дедушка, который кочевал долго в глубинах гор, он вышел, и ему рассказали, что была Великая война, Вторая мировая война, что погибло очень много миллионов людей, что Монголия с самых первых дней помогала СССР, что женщины снимали золото, отдавали кольца, серьги, и что Монголия смогла на эти деньги создать целую танковую дивизию, что мы все время отправляли мясо, полушубки, что женщины по вечерам вязали носки, да, шили варежки и тому подобное. И дедушка застыдился и сказал: я от всего отстал, но никогда не бывает поздно, поэтому я должен тоже поучаствовать, хоть и уже поздно, но я отдам одного коня сыну Сталину, который молодец и смог победить, и 2 коней сыну Гитлеру, который был побежден. Мне кажется, вот в этих цифрах, да, одного коня Сталину и 2 коней Гитлеру, мне кажется, в этом выражается наша философия победы монгольского воина. Это совсем другая философия. Помощь победителю и великодушие к побежденному. К побежденному, да, к побежденному. Поэтому я не понимаю вот тех людей, которые, вот, что они творили в Буте, в Ирпене, да? Как можно быть такими жестокими? И почему вот наше полушарие, оно таково? Мне жалко, мне очень больно, когда Россия ведет такую страшную войну, потому что мы соседи, мы исторически связаны. И мне стыдно, что я всегда каюсь и прошу прощения перед украинцами, которые живут у нас в Улан-Баторе, что это мы тоже виноваты в этой страшной агрессии, потому что мы долго молчали, мы не говорили о трагедии 20 века, да, через что мы прошли, какие преступления мы вместе делали. Поэтому вот это вот отсутствие покаяния, отсутствие глубины мышления, отсутствие гигиены мышления, когда, ну, вроде бы великая литература, великий театр, балет, великая музыка, великие композиторы есть в России. И неужели она может так нападать на другую суверенную страну, на своих братьев?
когда я говорю своим друзьям, украинцам, что Украина и Россия – это одна культурная нация, наверное, но по политическому аспекту это совсем другие отдельные нации. Надо разделять политическая нация и отделять культурные нации. Но они обижаются, говорят, что мы и по культуре совершенно отличаемся от русских, и они очень на это обижаются. Я понимаю, что мой нарратив на данный момент не будет очень принят и понят украинцами. Они еще долго, я думаю, будут переживать эту боль, эту страшную агрессию. Но жизнь такова, что обижаться долго – это очень опасное состояние. Это очень опасное состояние. Я это говорю как монголка, потому что после Великой Монгольской империи русские очень долго на нас обижались. Они до сих пор говорят про монголо-татарское. Вы сейчас про время Золотой Орды? Да, да. На Золотую Орду, что Орда, Ига – это все ругательные слова. На всякий случай уточню, мы сейчас говорили о времени Золотой Орды, это примерно 250 лет правления, и это там 1200-е года начиная. Мне кажется, вот ресентимент, вот это же понятие, да, которое вывел Ницше, это очень характерно для Путина и его режима. И мне кажется, россиянам придется очень долго над этим работать. И все мы, соседи, должны этому помогать. И как вот эта дедушка, да, когда Россия будет повержена, и она признает свою вину, мы, соседи, должны протянуть руку великодушия. Что нет рефлексии, ну, я с вами абсолютно согласна, что какой-то культурный диалог должен происходить, мы должны об этом говорить, мы должны рефлексировать, ну, и какую-то, по-буддийски мы сказали, прорабатывать карму, да? Да. Выражаясь современным психологическим языком, необходима рефлексия над собственной историей, как людям по отдельности, так и целым народам в совокупности, чтобы прожить это и не повторять в будущем. Сейчас мне еще хотелось бы, Булган, я бы хотела сделать ремарку, а вы меня, поправьте, если не согласна. Да, конечно. Когда мы говорим о русской культуре, о русских, здесь тоже мы хотим отделить, что есть русская культура, это Цветаева, это Достоевский, да, Достоевский «Преступление и наказание», Раскольников. У него вроде как есть какая-то идея, которую он тестирует, он вначале убивает эту бабушку, и потом на протяжении 1000 страниц мы видим разложение человеческой души. Да. Мы видим, что Раскольников до убийства бабушки и Раскольников после убийства бабушки – это абсолютно два разных человека. Вот Достоевский там на 1000 страниц описывает, как человеческая душа разлагается и как он не выдерживает этого поступка. Вот эта культура, это которую мы все любим, мы готовы там петь песни, перечитывать, восторгаться глубиной, насколько он мог проникнуться и описать эту ситуацию. И есть другая культура, которая сейчас пропагандируется и навязывается, о том, что, как будто бы мы немножко лучше, чем все остальные, там, чем украинцы, или там монголы, или казахи, или калмыки, или буряты, или кто угодно. И если нам что-то нужно, то они должны как бы что-то там нам сделать, да, если это в интересах русского народа. Это новая культура, которая сейчас пропагандируется и навязывается. И мы это отделяем, правильно? Да, конечно. Конечно, мы это отделяем. Конечно, мы отделяем. Каждый человек важен. Мне кажется, каждый человек пришел в этот мир с какой-то своей миссией. Поэтому я люблю думать, что каждый человек – это удивительный мир. И есть ли у меня готовность заглянуть в этот мир? Вы знаете, вот вы говорите, что новая культура. Хотя я бы хотела уточнить, что вот эта культура, что мы лучше, что мы титульная нация, что... мы знаем, да, что из Петербурга, например, отправляют на войну одного молодого человека, а из Бурятии в этом соотношении 198. Да? Вот эта вот несправедливость, вот такое вот отношение к своему народу. Хотя Россия, мы знаем, что олигархи, вот богатые люди России, Путин, его режим, они высасывают недра из Сибири. Но в этом же нет ни одного грамма благодарности. И там девушки, у малых коренных народов, там девочки, мальчики в 3 классе умирают от цирроза печени, потому что туда в летнее время завозят больше водку, чем нужные товары. Да?
Мы знаем про этот геноцид, вот этот такой ползучий геноцид, и мы это воочию увидели при мобилизации. И вот это вот отсутствие культуры красоты, это меня поражает. И это новая, вот вы обозначаете новая культура. Мне кажется, эта новая культура, она имеет очень дальнюю историю. Это история того, что на протяжении столетий вот, злобно ненавидит монгольское иго. Даже если я бы не была монголкой, да, я бы отметила на это, обратила бы на это внимание. Не от того, что я монголка, я обижена, что нас поносят там столетиями и тому подобное, да, нет. Отстраненно от этого вообще вот так долго помнить злую память, это разрушающе действует на саму эту страну, да, на человека, который об этом говорит. А в России, на территории России, огромное количество разных народностей, народов, включая монгольской расы. Да. Как, здесь скорее даже ваш, наверное, не знаю, совет, видение, как вы видите, есть ли возможность каким-то образом объединяться, поддерживать отношения? Нужно ли это в принципе? Я не за передел границ, но я думаю, что Российская Федерация, она должна дать суверенитет многим своим частям. Мне кажется, это была бы историческая справедливость. И я верю, что русский и российский народ, ее культура, ее наследие, оно имеет свой потенциал развития. И ей нужно добровольно отказаться от колониального типа мышления. И, Монголия, у нас не очень поддерживают объединение там с Бурятией, с Тувой, с Калмыкией или с внутренней Монголией. Мы бы хотели, чтобы создалась семья монгольских стран, да, и мы бы вели торговлю. А так духовно мы, испокон веков мы связаны, духовно, сердцем и душою мы всегда связаны с монголами мира. Я бы хотела, чтобы русская культура, она смогла переформатировать себя, перезапустить себя и доказать своим далеким предкам, что она воистину может называться великой культурой. Мне бы этого хотелось. Вот у вас двое сыновей. Вот если, монголы, представители монгольской расы, вот если кто-нибудь из сыновей придет и скажет, у меня тоже сын, он придет и скажет, вот, мама, там же так много, да, монголов в других странах, в той же России около миллиона, в том же Китае около 6 миллионов, и они в таком тяжелом положении находятся, и время от времени хотят и думают, и просятся к нам в Монголию. Да. Монголия не выдает политические убежища. Как вы бы объяснили, почему? Я поняла на кейсе с Бахтаркой Бормагне, что, вы знаете, вот давление двух соседей – это очень большое давление. Это надо изучать, мне кажется. Нужно готовить специалистов, которые бы этим занимались. И Элбек-Дордж, бывший президент, объявлял о монгольском мире, да, о том, что мы ждем всех монголов мира у себя дома, но это не стало делом, именно потому что, наверное, есть скрытое давление, о котором наше общество не знает. Недавно мы проводили собрание насчет последствий войны и человеческие права. Было такое собрание, и там после окончания мы сидели за столом, пили чай, обедали и разговаривали с некоторыми представителями демократической партии, и они говорили, что если мы придем к власти, мы обязательно будем стараться, чтобы у нас был синий паспорт. Это синий паспорт – это для монголов мира, которые хотят стать гражданами Монголии. Это будет такой особый статус, да, особый статус репатриантов, наверное, называется. И они до сих пор лелеют эту мечту, хотят, чтобы это перетворилось в жизнь.
Но мы вот с началом войны мы поняли, что мы совершенно не самостоятельная политическая нация. Я помню, вот когда я была в Монголии, естественно, я общалась с местными жителями, ну, и мы обсуждали ситуацию развала Советского Союза и как Монголия после. И я очень много слышала, опять поправляйте меня, если я не права, может быть, это было там, в тот период такое впечатление, что осталось впечатление, ну, насколько мне объясняли ситуацию местные жители, что после развала Советского Союза Монголия была, ну, до развала большим поставщиком мяса. Что Да. после развала она хотела сохранить эти свои позиции, ну и вести такие взаимовыгодные отношения с Россией. Рыночные, да. Рыночные взаимовыгодные отношения с Россией. Россия в тот момент отказалась покупать монгольское мясо, стала закупать мясо где-то в Австралии замороженное, и причем, ну, под каким-то таким предлогом отказалась покупать в Монголии, якобы там какие-то бациллы, что-то, в общем, нельзя это мясо кушать. Ну, прям запретили покупать монгольское мясо. И как мне рассказывали монголы в тот момент, что они в этом ощутили, ну, такую подставу, предательство, желание, чтобы Монголии было тяжело, чтобы она там очень долго переходила в какое-то новое существование, ну и чтобы, в принципе, была бедной и зависимой. И вот что у монголов в тот момент осталось такое ощущение от России, что Россия нас хочет видеть бедными. Да, вы совершенно правильно говорите. И у нас есть такое стойкое ощущение. Мы понимаем, почему это. Это геополитически предопределено. Нас окружают одинаковые народы, монголоидные народы, буряты, Тыва, внутренняя Монголия. В Шинджан-Уйгуре очень много монгольских, да, вот, диаспор, земли очень много монгольской. Поэтому вот эти два соседа монстра, наверное, они не хотят, чтобы Монголия развивалась, становилась богаче, потому что это было бы зеркалом для их монголов, да, и они бы, наверное, стремились бы к этой Монголии, да. Поэтому мы понимаем вот такую вот подспудную, как бы сказать, боязнь, да, подспудную боязнь, это мы понимаем. Но насчет мяса, да, Монголия всегда поставляла очень хорошее мясо России. Да, наш скот, их почти 60-70 миллионов голов, они полудикие, они едят траву в степи. Органическое, это называется органическое мясо. Да, органическое, да. Они сами выбирают траву, какую хотят, какую нужно, по инстинкту, да, этого же. Я понимаю, что Россия устала, да, она устала, что она не хотела знать те же страны, которые были все время вокруг нее, ей хотелось узнать мир, наверное, да, пойти в мир и покупать мясо в Австралии, там, в Аргентине и тому подобное. Но если бы они установили просто рыночную вот, конкуренцию, да, и монгольскому мясу, и другим вот, мясным изделиям, это было бы честно. Но вы знаете, даже вот когда сразу после перестройки, когда Ельцин пришел к власти, Ельцину надоело отдавать нам мазут по низкой цене, и он отказался, и у нас наша теплоэлектростанция чуть не, в общем, заморозилась, она была вот прямо вот, подошла к такой опасности, и из Америки разговаривали с президентом Ельциным, чтобы он спешно отправил мазут для поддержания работы ТЭЦ, потому что это было бы катастрофа, потому что у нас, вы знаете, зимы очень суровые. Монголия – это высокое плато, это высокая степь, поэтому у нас очень резко континентальный климат и очень трудно. И Ельцину пришлось нам дать мазут, чтобы мы не замерзли, да, чтобы Монголия не замерзла. И вот это вот резкое, вот такой, да, любовь, мы строим коммунизм, и потом резкое на 180 градусов, да, отворачивание, да, от своих сателлитов, от тех, кого СССР приручила. Мне кажется, это была ошибка. И на это надо обращать более пристальное внимание, проговаривать это. Если бы мы вместе, и Запад тоже на это обратил внимание, если бы мы это проговорили, то не было бы вот таких вот страшных войн. И если подводить итог нашей встречи, то прорабатывать свою историю, обсуждать ее, осмысливать, рефлексировать над ней – это вот одна из важнейших задач на ближайшее время, по всей видимости. Да, это наше домашнее задание.
на будущее. Мне кажется, мы должны это делать десятилетиями. Мы должны строить диалог и стремиться к взаимопониманию. И всегда, чтобы наши принципы были более человечными, и мы бы умели проявлять великодушие, и чтобы наша культура становилась культурой красоты, цивилизацией красоты.